Все случилось внезапно. Никто этого не ждал. Мы были обречены. Выжившие отчаянно пытались спастись. Может, у нас и был шанс на мир. Но отчаяние и доверие – плохие союзники. Так началась тысячелетняя война. Века бесконечных сражений. Величайшие воины в истории этого мира. Причины их распри канули в лету. И все же они пытаются увидеть проблески надежды на мир. Они увидят. Ибо я Аполеон. Вестница войны. Привет всем, добро пожаловать на канал Argus, с вами Антон. И сегодня я познакомлю вас с новой игрой от компании Ubisoft For Honor. Я предзаказал ее довольно давно, с удовольствием следил за развитием проекта. Скажу честно, я не ждал от игры революционного геймплея, но определенные надежды у меня все-таки были. Однако после краткого знакомства они полностью оправдались. На этой позитивной ноте закончим со вступлением и перейдем непосредственно к проекту. Как и во многих современных продуктах игровой индустрии, в For Honor есть сетевой режим и одиночная сюжетная кампания. И именно с нее мы начнем наше знакомство с игрой. Заходим в сюжетный режим, и, как вы видите, он состоит из трех частей, из трех глав. Глава за рыцарей, глава за викингов и за самураев. Начнем с главы за рыцарей, части первой, полководцы и трусы. Это миссия обучающая, так что получится даже небольшой обзор на механику игры. И перед тем, как начать игру, давайте прослушаем историческую справку. Я Аполеон, предводитель легиона Черного Камня. В тот год я отправила одного из своих командиров, Холдена Кросса, чтобы покарать предателя. Но на его пути встал страж. Стражей много,
Но этот оказался особенным. Такого героя, стража, я создал себе при первом прохождении этой миссии. У вас будет выбор между 3 мужскими персонажами и 3 женскими. Отличаются они между собой только внешне, по сути никак, не влияет пол. Здесь мы видим навыки. Это можно выбрать 2 навыка, которые непосредственно используются в сюжетной кампании в бою. Рекомендую ставить первым навыком лечение, а вторым любой, какой сочтете нужным. Я вот ставлю точные удары, это увеличит урон. Мне вполне достаточно. В тот день я понял, что служу не тому командиру. Эрви Добни. Защитить стены! Нас атаковал легион Черного Камня. Их вел Холден Кросс. Выходите! Добни! Чему сопротивляться? Не пускать их к стенам! Милорд! Таран вход! Таран вход! В игре, конечно, прекрасная графика. Очень красиво все сделано, качественно Ну, я прорисовано. Это был мой долг. Я должен идти. Также хорошо озвучены персонажи, окружение, музыка просто бесподобна. Все полностью соответствует стилю игры. Ну и механика, честно скажу, очень и очень неплохая. Также вот в игре, вы видите, появилось нажать левую кнопку на геймпаде. Я играю на геймпаде. Такие надписи обозначают наличие, так сказать, дополнительной истории. За декаду в крепости сменилось 10 командиров. Добни последний. Он вступил в легион и вдруг вздумал покинуть его. Такое не прощают. Эрви Добни, легионер Черного Камня. Он думал уйти от нас, украсть у нас, за что и поплатился. Ну что ж, больше вставочек Войско я не врага вижу. наступало с востока. Так что начнем уже проходить игру. Нас отправили защищать стену. А сейчас начнется обучение бою. Нас познакомят с простейшими приемами и научат сражаться. Ничего, впрочем, сложного здесь нет. Выполните захват цели. Выполняем. Сделали. Одного врага пристрелили. Иначе нам надо сейчас переключать стойки. Верхнюю, правую, левую, верхнюю. Сделали. Блокирование. Блокируем атаки врага. Атака сверху. Раз, два. Атаки справа. Раз. И два. Как физкультура с утра. Раз. И два. И еще раз. Давай быстрее. Мы же знаем, откуда ты атакуешь. Так, теперь надо наносить удары ему. Один. Второй легкий. Два тяжелых. Первый. Второй. Все. На этом обучение закончилось. Дальше нам надо его просто прибить. Так. Половина кнопок еще не работает. Жать их мне бесполезно.
Еще одна историческая справочка. Итог битвы зависит от места сражения. Ворот, гор, стен. Исход боя известен заранее. Каждой крепости в этих краях несколько тысяч лет. Мы кладем новые камни поверх старых, строим свой новый дом. Мы дети, играющие в империю. Ну, строят они довольно неплохо. Дизайн замков мне очень нравится, очень красивый. Подмога в пути. Так, здесь нам надо удержать точку до прибытия подмоги. Вообще никаких проблем. Так, еще один пришел. Готовый. Кто будет следующим? Следующим у нас даже двое. Во дворе. Отлично, подмога подошла, и мы продвигаемся дальше. Это дополнительные навыки, которые раскиданы по картам кампании. Также по картам сетевого режима они периодически встречаются. Подбираете и используете по вашему усмотрению. Их довольно много, так что прямо-таки экономить не стоит. В данном случае он исцеляет союзников и нас, если мы стоим внутри. Довольно часто в игре приходится убивать солдат. Убивать их вообще не сложно, они умирают с одного удара любого, хоть слабого, хоть сильного. Но не стоит забывать, что если вы попадете в окружение, вам будет больно. Надвратную площадку заняли вражеские стрелки, пока мы отбивали ворота. Теперь будут портить нам жизнь своими пострелушками. Здесь мы встретили вражеского героя, победили и казнили. Добивание сделано довольно эффектно и зрелищно. Ну и кроваво достаточно. Так что если при обретении игры учитывайте это, уровень кровавости здесь хороший. Как видите, тела остаются, следы крови. Видите вазы впереди? Внутри этих ваз лежат монетки. Местная валюта — сталь. Ее можно использовать впоследствии для покупок улучшений для сетевой игры. Для персонажей в сетевой игре. Там оружие, броня. При первом прохождении я их разбил. Как видите, монетка мне уже не выпадает второй раз. Падение святилища Эшфилда. С тех пор прошло столько времени. Наши предки 6 лет отбивались от нападок отчаянных голодающих воинов. Так гласит легенда. За Железный легион сражалось много рыцарей. Лев — символ королевского легиона, некогда мощной армии. Мы оказались сильнее. Так. Перешли на бег. Куда мы побежали? Что нам меч? В Ясно? зал очередной. Железный легион имеет обычай возводить статуи стражей у своих ворот. Лицемеры. Ни один из воинов легиона не стоит и слова из клятвы стража. Природа всегда восстанавливается после потерь. Скалы, растения, животные. Все возникает вновь, как и люди. Да, дизайн уровней очень хороший. Так, здесь разбираемся с врагами. Мелкая пехота.
Справиться с простыми бойцами труда никакого не составляет. Вот эти посильнее, но тоже довольно легко убиваются. Единственное, кто может доставить определенные проблемы, это вражеские герои. Здесь мы видим нашего командира Добни. Собственной персоной, так сказать. Ну не отвлекаемся, продвигаемся дальше по сюжету. Еще заряжена. И нашли заряженную катапульту. Оригинально, но эффективно. Ничего не скажешь. Вперед! Да! В атаку! Противнику удалось проломить одну из надвратных башен, и теперь подкрепление врага через нее буквально рекой бегут. Нет! Меня убьют! Таран положит конец этой битве. Если толкнуть противника, например, в огонь, он сгорит. Но не будем так его заставлять его страдать, прибьем сами. Победа или смерть! Закрыть проем! Мы сдерживали врага сколько смогли, но, увы, Таран справился с воротами. И основная армия противника ворвалась в крепость. И Холден Кросс возглавил атаку лично. Хватит! Добни! Добни, покажись! Они не заслужили смерти. Сразись со мной! Не трусь! Что? С тобой? Не к чести мне биться с таким слабаком! Сразись с моим воином. Ты пойдешь в бой за меня! Ну что ж. Если бы отказал, все бы погибли. Да, какой у нас храбрый командир. Но ничего, мы храбрее. Как вы можете видеть, этот герой противника сражается уже намного лучше, чем два предыдущих. А все потому, что он, так сказать, именной, и на нем завязана часть сюжета. Такие герои, как правило, и сильнее, и лучше используют свои навыки. Сражаться с ними довольно интересно. Да, он тоже страшен. Был страшен. Недурно. Я В сражался. таком вот ключе продвигаются все бои в игре. Не скажу, что очень сложно, но зависит от противника. Если рядовые солдаты убиваются довольно легко, то элитные герои, как капитаны крепостей и так далее, бывает доставляют очень много проблем. Мы все еще были в их власти. Впрочем, на мой взгляд, бои довольно динамичные. Легиона Черного Камня погибать от руки простого наемника. Доб не перетрусил.
За храбрость и честную службу я, Холден Кросс, готов принять тебя в Легион Черного Камня. Дело сделано. Идем. Вот так я и стал воином Легиона. На этом заканчивается первая часть кампании «Рыцари игры Фохона». Нас обучили ведению боя, а наш герой смог отстоять крепость, победил в финальном поединке и был принят в Орден Черного Камня. Впереди его ждут новые увлекательные приключения, но это уже другая история. На сегодня все. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. С вами был Антон. Всем спасибо, всем пока.